Всем привет! Это Гагарин Шоу с его постоянной рубрикой «Крипта для чайников, унитазов, пастерушек и прочих лободушек», как говорится. Не подумайте, что в следующем выпуске будет лобода. Или потопушек. Ну что же, мы начинаем этот выпуск. И, Глеб, заказывай. Слушай, ну мы долго летели из города Сан-Пауло, потом мы перелетели в Рио-де-Жанейро. Потому что я тебе говорил, не надо брать проституток столько. Слушай, ну а как? Надо было их завести ты домой. настоял. А я настоял на колени. На коленях? Поэтому еда в студию, друзья. Да что за сервис такой? Эй, алло. Еда будет? А у всего это сиеста. О, идет. Братаньяно, где твоя жопа на синто, а? Ни хрена себе. Светка, ты что ли? Да это с Турции вот этот повар. Щепотка соли. Да это Светка. Это Светка, я тебе говорю. Светик, алло. Все. Базара ноль. Красивая телятина. Света. Красиво. Умеем отдыхать, брат. Умеем отдыхать. Есть. Братан, ну давай, что за встречу? Давай. Долетели. Подлечимся, как говорится. Ну, по писюрику. Я тебе говорю. Пиццу мы заказывали. Я тебе давай. говорю, это Света. Сейчас она принесет пиццу, и ты узнаешь. Давай. Смотри. Твоя? Смотри, да. Света, тройной кунилингус, Евпатория, 96-й год. Скинь ему пиццу на колени. Света. Ты что? Видимо, хозяин ресторана не разрешает. Но я тебя дождусь на выходе, малая. Ты что, мотнулся на другую сторону света или что? На черную На тот бережок. полосу вышел или что? Глиномесом туда. Ладно, Глеб. Снимаю все рассказы твоих друзей с ушей. Давай. Первый вопрос. Давай чокнемся, потом будешь есть. Ну что ты на сухаря будешь мясо топить? Говори, Володька. Что такое халвинг? Это вот халвинг, смотри, когда у тебя в Балкале есть 100 грамм, и ты делаешь халвинг, и остается 50. Смотри, какая ситуация. У добычи биткоина есть определенный алгоритм. Для того, чтобы вся та модель, которую создал Сатоши Накамото. Та модель. Та модель от слова тамада. Для того, чтобы эта модель... Тоже смешно? Нет. Только та модель. Для того, чтобы эта модель имела право на существование и получила необходимое развитие с точки зрения масштабируемости сети, количество майнеров и устройств, которые поддерживают эту сеть, соответственно, увеличенную пропускную способность, в алгоритме заложено такое условие, при котором майнеры, которые передают свои вычислительные мощности для того, чтобы эта сеть существовала, децентрализованная, через определенные циклы получают уменьшенную награду. То есть, соответственно, количество биткоина в обращении становится меньше. Тем самым, соответственно, возрастает его стоимость, и тем самым, соответственно, вырастает популярность непосредственно самого биткоина ввиду того, что он становится все более и более труднодоступный. Биткоина не становится меньше чего? Если его добывается, его добывается меньше. Правильно, значит, становится меньше. Ну, потому что тот уже в обращении, тот уже на вторичном рынке. А это как бы свежая кровь, и этой свежей крови становится меньше. Вот это свежей крови становится меньше. Ну, соответственно. Я просто нашим телезрителям, уважаемым ютуберам... Я просто сижу, в голове кручу, как это можно максимально просто объяснить, так, чтобы не... Да, ну, а без подписки, конечно, мы нормально и не объясним. То есть, когда-то, значит, давали за один блок 25 биткоинов. 50. А? 50 биткоинов давали. Я думал по 50. Давали 50, потом 25, потом 12,5. Вот, потом, соответственно, 6,25. Дальше будет 3,125. Ну и, короче, сами дальше считайте. И так до 2040 года все биткоины будут добыты.
До 2040-го. Короче. Вот что такое халвинг. Такая математическая модель, зашитая в алгоритм добычи с целью того, чтобы уполовинивать вознаграждение вот этим самым майнерам за добываемые биткоины. Браво. Следующий вопрос. Что такое пул ликвидности? Собственно говоря, что такое пул ликвидности? Этот термин применяется относительно рынка DEX. И пула ликвидности. DEX — это децентрализованные биржи. То есть такие биржи, как, например, WhiteBit, это децентрализованная биржа. Соответственно, если без заумных фраз, биржа, которая имеет управляющую компанию и владельцев. Также, в частности, нами, компанией WhiteBit, разработана децентрализованная биржа DEX. WhiteSwap. Называется она, да, WhiteSwap. И, соответственно, у этой биржи нет владельца. Эта биржа написана на блокчейне Ethereum и управляется абсолютно децентрализованно. Смарт-контракт. В чем заключается суть? Для того, чтобы на этой бирже осуществлялись торги, существуют так называемые пулы ликвидности. То есть, допустим, у нас есть пара Tether Ethereum. Пользователям децентрализованной биржи, liquidity-провайдерам так называемым, Очень предлагается... Давай. Что такое liquidity-провайдер? Да. То есть это человек, который предоставит ликвидность в пулы. Что значит ликвидность в пул? Ну, то есть он даст Ну, свои он даст деньги. деньги, конечно. Да, для он торговли. даст деньги. Он даст деньги. Он даст тезер, даст эфир в равной пропорции. Соответственно, ты потом, как покупатель, приходишь на эту биржу децентрализованную, ты не хочешь, там, ты переживаешь там, о том, что владельцы там, могут скомануть, еще какие-то вещи, и ты приходишь на децентрализованную биржу в эту пару. И, например, ты продаешь Ethereum в этой паре. Ты платишь комиссию за эту сделку. Значит, в этой паре меняется соотношение. Ethereum становится больше. USDT ты, соответственно, свое забираешь за проданный эфир. Но комиссия большая. И с этой, да, комиссия большая. Если в этом пуле, в этой паре мало ликвидности, то, соответственно, может быть еще такой очень жесткий скачок ценовой. То есть ты можешь продать не за ту цифру, за которую ты бы продал, например, на централизованной платформе. Но суть не в этом. Суть в том, что liquidity pool — это как раз вот эта вот пара, допустим, там Ethereum, USDT, в которую ты можешь вложиться, стать инвестором этой пары, и, соответственно, часть комиссии вот этого покупателя или продавца в этой паре получишь именно ты. В зависимости от того, сколько этих инвесторов в этой паре, она будет распределена равномерно между всеми liquidity-провайдерами этой пары, то есть инвесторами в эту пару. А дают ли еще что-нибудь, когда ты даешь ликвидность? Обязательно. На некоторых платформах тебя мотивирует получением liquidity токенов. LP. Это, соответственно, токены вознаграждения, внутриплатформенные токены, которые впоследствии получают развитие, да, там, на вторичном рынке ввиду того, что платформа растет. А эти liquidity токены можно получить только лишь ввиду того, что ты стал инвестором непосредственно в этом пуле, конкретно там в этом или в том, в котором эта платформа предоставляет возможность получения токенов. Вот. И ты, соответственно, потом спокойненько идешь и на вторичном рынке их продаешь. Такая история была очень популярна на платформе Uniswap, где пользователи получали токены Uni. Опять же, не забываем о том, что у нас есть платформа WhiteSwap. Это платформа децентрализованная, которую разработала наша компания WhiteBit. И у нас есть тоже токен, который называется VSE. Если вы не глупенькие ребята, то вы, конечно же, можете сопоставить движение ценовое, например, того же Uni, и предположить, каким образом на подобном протоколе WhiteSwap может произойти ценовое движение с токеном VSE. Пара-па-пам-пам. И вот она, первая торговая рекомендация. Если вы найдете, где купить. Следующий вопрос. Что такое биткоин-кошелек и какие ключевые факторы для выбора кошелька? Что лучше, открытый или закрытый код? Это вопросы от наших подписчиков. Давайте так, мы уже 1 000 000 раз говорили про эти кошельки, вы такое ощущение, что вы ходили. Не, мне больше всего нравятся вот эти чуваки, которые приходят на самый последний выпуск и в самом последнем, самом свежем выпуске спрашивают то, о чем мы, сука, 40 выпусков. Подними, пожалуйста, свою сраку, мой дорогой зритель. Не надо Пройдись поднимать. по предыдущим выпускам и посмотри. Ну, мы 1 000 000 раз уже говорили. Мы даже отдельный выпуск сняли про холодный кошелек. Конечно же, хранить криптовалюту лучше всего на холодных кошельках. Но здесь есть один немаловажный момент. Заключается он в том, что если в моменты высокой волатильности тебе случайно понадобится продать свои биткоины, то ты их продашь на самом дне, пока твой биткоин будет идти. Потому что мемпул транзакции загружен
фонд до максимума, и пока ты там будешь отправлять, даже с высокой комиссией, вот так вот тебе покажет рыночек, и ты продашь уже в самом низу, мой Надо дорогой. объяснить, что такое мемпул. Хранить криптовалюту лучше всего на холодном кошельке. Если ты не торгуешь и планируешь это там на 10 лет, и тебе вообще Или по на барабану, Whitebit. сколько там, 60 тысяч, 30, 10, 8, 15. Если ты все-таки волнуешься по поводу вот этих ценовых движений, Вот это море волнуется и раз, хочешь не море упустить волнуется два. движение, у тебя есть вариант номер один. Хранить на Whitebit, потому что Whitebit использует многоуровневую систему холодных кошельков и на горячих кошельках поддерживает не более 5% активов. Поэтому хранить на Whitebit безопасно. Ну и второй вариант — это, конечно же, холодный кошелек. И среди холодных кошельков выделяем два основных, ключевых, о которых разговаривает рынок. Это Trezor и Ledger. Ledger постоянно с какими-то косяками, то зависнет, то отвиснет, то что-то там надо перенастроить, То потухнет, то проапдейтить. погаснет. Короче, миллион раз я с этим сталкивался, и поэтому вот используйте Trezor как наиболее актуальный кошелек. И еще есть момент. Еще есть вариант, вы Заказывать можете- его на официальном сайте. Только на официальном сайте заказываем. Потому что есть нюанс. Например, на официальном сайте, если вы его закажете, ну, например, во Франции, да, вот на официальном сайте, то он вам обойдется, растаможка, там все. Да, вы заплатите там условно 150 евро. Можно купить в Украине гораздо дешевле. Но есть вероятность, что сид-фразу вашего кошелька уже кто-то знает. Упаковочка была вскрыта. Все будет красиво, все будет круто. Но вы же но знаете наших умельцев. У нас и акцизы на водке всегда в идеале. Все красиво. у нас человек блоху подковал. На секунду. Алло. И третий вариант, вы, конечно, можете совсем жестко заморочиться, взять жесткий диск, скачать туда полноценно весь архив всех транзакций в биткоине за все время его существования, и тем самым, соответственно, получить ноду и стать держателем ноды, и, соответственно, возыметь самый холодный кошелек из всех холодных кошельков, которые только существуют. Ну, это полная херомантия. Но это очень непросто. Я пару раз так делал, один раз не получилось. Если вы это умеете делать, значит, Куда-то чуть-чуть денежек. Налогообложение в Украине. Как работать с криптой, чтобы бычки регулятора не натянули на кукан? Во-первых, не обзывай этих людей, потому что мы с ними сотрудничаем. это раз. А на самом деле, с точки зрения налогообложения, все не так однозначно, потому что тот законопроект, который проголосован в первом чтении, он на сегодняшний день еще не прошел второе чтение. Там его только есть один раз рекомендации относительно налогообложения, но конкретно налогообложение будет регламентироваться дополнениями уже непосредственно к проголосованному законопроекту. На сегодняшний день инициативная группа предлагает ввести налоговые льготы на 5 лет. Планируется собирать 5% от доходов. То есть, соответственно, Как на все деньги, айтишниках. поступившие на твой счет от продажи крипты, независимо от того, поступили они от продажи крипты в прибыль или в убыток, все будут облагаться 5% налогом. Что, соответственно, по моему скромному мнению, приведет к тому, что никто ни хера декларировать не будет, конечно же, потому что в основном в рынке присутствуют только убыточные операции, Но как правило. европейцы придут. Но европейцы, да, европейцы, возможно, будут работать на нашем рынке, потому что налогов здесь платить не будут, но при этом крипта у них будет белая. Поэтому это достаточно удобно будет для И европейцев. прибыльно для государства Украины. Прибыльно? А что нет? Ну, 5% будут платить. Нет. Не в Европе, а здесь. Не будут они здесь ничего платить. Что-то будут платить. Ничего они здесь не будут платить. Ну, что-то будут. Нет, Ну, что-то ничего да. здесь никто платить не будет. К сожалению, модель системы налогообложения еще не доработана, а то, что в целом мы идем в рамках легализации и появляются базовые значения, что такое криптовалюта и так далее и тому подобное, это очень хорошо, потому что эта отрасль сможет, по крайней мере, начать делать шаги в сторону развития официального, то есть, соответственно, в том числе взаимодействовать с банковским сектором, со страховым бизнесом. Поэтому в этом, конечно же, есть позитив. Все будет решаться на поле брани, все будет решаться относительно налогообложения, налогового кодекса в рамках криптовалютных операций. И, соответственно, пока сложно что-то ответить на этот счет конкретно, потому что еще нет понимания того, что же в итоге будет принято. Потому что есть еще один вариант. Есть вариант того, что будет принято 20% налогообложение. Да не надо печать. Вот, и тогда
всему этому рынку нашему будет. А напомню, на сегодняшний день Украина входит в топ-5 мира по обороту криптовалют. Понятное дело, что обусловлено тем, что у нас очень много черных бабулесиков в стране. Но так вот эти бабулесики можно было бы хитро выудить через криптовалюту. Вот, наоборот, как бы их достать и сказать, вот, пожалуйста, да, вот эти денежки есть. Но мы как бы пока что далеки, я так думаю, от этого. Ну что же, двигаемся дальше. Что влияет на курс биткоина, из-за чего он растет и почему падает? Ну, то есть, кто устанавливает цену? Сидит какой-то дядька и думает, а не ли мне курс в 2 раза больше? Или как это работает? Цену всегда устанавливает рынок. То, что в рынке есть манипуляторы, это однозначно, конечно же. Но надо понимать, что есть всегда конкурирующие стороны. Если мы говорим на государственном уровне, да, допустим, это там Китай и Америка. Если мы говорим, да, там, о каких-то больших бизнесах, это, соответственно, там... Китай и Америка, например. Да, это может быть, например, Илон Маск и какой-то фонд. Ну, то есть цену формирует рынок. Всегда. Ну, естественно, есть манипуляторы, которые говорят, так, мы сейчас создадим липовые новости, мы создадим видимость падения, ну, типа, например, Китай запрещает крипту, мы все продаем, и рынок полетел. Ну, а люди поставили вниз. Да, но на настолько высоколиквидный рынок, поверьте мне, не влияет какой-то сраный твит Илона Маска или высер какого-нибудь чиновника, потому что рынок устанавливает цену. Пока на одном конце света кто-то выебывается и рассказывает о запрещении майнинга, на другом конце света есть реальные бабки, которые готовы покупать. Поэтому рынок всегда устанавливает цену. Понимаете, как и в любой другой истории. К примеру, у вас на районе начинают активно покупать квартиры. Да? Соответственно, цена на квартиры в вашем районе начинает расти. Перестали покупать квартиры в вашем районе. К примеру, открылся какой-то завод, вредные выбросы и сейсмическая активность началась ни с того ни с сего. А тут раз, говорят, метро проведем. Вот. И цена начала падать. Тут бац, говорят, метро проведем. И цена хопа опять чуть подросла. Как полицейской академии 5. Рынок. Всегда цену устанавливает рынок. Зачем сжигают определенную часть токенов и как это происходит? Это дело для того, чтобы взвинтить цену. Компания, которая осуществляет эмиссию этого токена, осуществляет сжигание, то есть она выкупает монеты из свободного обращения и выводит их из свободного обращения с целью того, чтобы уменьшить эмиссию выпущенных монет. Соответственно, монет становится меньше, их стоимость на дистанции вырастает. Должна вырастать. Ну, по идее. Чем отличается спотовая торговля от контрактной? Спотовая – это вот ты купил и получил. Вот прям купил на рынке и получил. А контрактная – это вот как нефть. Типа ты фьючерс покупаешь, типа ты заплатил. А если контракт с поставкой? Вот контракт с поставкой. А если он недельный? Ты тоже, получается, купил и по-любому получил. Но через неделю ж. То есть ты покупаешь за ту цену, которую ты думаешь, что будет через неделю. То есть ты можешь выиграть, а можешь проиграть. Вот как нефть покупают. И это вам говорит человек, который 4 года работает на биржах. Ну я же не трейдерю. Что такое атака 51%? В случае, если в руках одного майнинга центра будет сосредоточено от 51 и выше процентов мощностей, то, соответственно, этот майнинг-пул сможет переписать цепочку блокчейна, потому что будет контролировать ключевой пакет. Короче, они могут создать любой алгоритм. Короче, биткоин может на***ться, если в какой-то момент определенное количество майнеров объединится в один пул и захватят ключевую долю. Но прикол этого всего в управлении. Он захватит, но тогда вся штука исчезнет. И, соответственно, они вроде как бы и захватят, но продавать им нечего будет. Вот, поэтому как бы атаку 51%... Ну да, то есть будет нарушена, получается, вот эта вот незыблемость, и, соответственно, будет потерян весь смысл в потраченных мощностях. Затраты на вот эту всю процедуру превысят... Полученную выгоду. Полученную выгоду, то есть это алогично. То есть такой теракт чисто гипотетически возможен. Ну, условно, атака обойдется, там, условно, в 3 миллиарда долларов. А получите вы с этого, я не знаю, 100 миллионов.
миллионов. Ну, я условно. Ну, это сильно условно при условии капитализации рынка 1,5 триллиона. Это невыгодно априори. Короче говоря, атака 50%, это 51% это потенциальная угроза биткоина. Да, Но экономически необоснованная. Но это экономически обоснованно может быть на гамнокоинах. Поэтому гамнокоины не берите. Да, там, кстати, часто и густо происходит всевозможные Даже атаки. в Ethereum Classic, который типа находится там, ну сколько он, топ-20, там регулярно атака 51 атакуют. В прошлом году или в этом, по-моему, 2 раза уже атаковали. Ну, уже 2 раза в этом году. Да. Вот поэтому, ребят, Якось так. не ведитесь на всякую херню. В портфеле должно быть 70% биткоина. Все остальное можете просирать сколько угодно. 20% эфира, а все остальное, эти все 10% вообще. Ну ладно, еще 5% EOS, и вот эти 5%... И еще там 3% лайткоина, а там уже... Все, и вот эти 2 можете смело вообще. Панкейки всякие покупать так. А, не, еще 1% Стеллара. А, Стеллара... Да, 2% Стеллара, короче, про нечего, все. Парам-парам-пам. Вот мы портфельчик собрали. На скорую руку. Вот ты ходил сранцем. Почему я сказал и стал EOS? Потому что засранцем. вы же в курсе, что там пацаны мутят темку солидную. Во-первых, там это блок One, и там серьезнейшие учредители на самом деле. Просто сидят тихонько, не в***ся, как Джастин Сан. А они как бы нет-нет, а запускают биржу и походу жахнут солидно. А я так подозреваю, что EOS будет, скорее всего, чем-то похожим на BNB, наверное, в этой всей экосистеме. И, конечно же, можно предположить, как он лупанет. И на ВС едет. Но это не торговая рекомендация, ребята. Это я просто размышляю вслух, как бы. Потому что у меня самого полные штаны этого EOS. И где-то на ВС будет чуть-чуть смахивать. Ну, где-то слева плечо вот так вот. Ну что, двигаемся дальше. Власти США проводят расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Слышали ли вы об этом? Ваше мнение? И не боитесь ли вы в сторону вашей биржи WhiteBit каких-то расследований? Расследований не боимся. Про расследование по поводу Binance слышали. Мы не правоохранительные органы, мы не можем давать оценку этому. Раз расследуют. Ихние. Раз расследуют, значит, есть что расследовать. Ихние. Расследуют ихние следователи. Им со стулки виднее. На самом деле слышали по поводу расследования. Я на самом деле предполагал, что такое возможно. Почему? Потому что посмотрите на разницу подходов между формированием компании, учредителей, команды и процессов. Например, между Coinbase, которая вышла на IPO, и Binance. Вот посмотрите на белую, понятную, прозрачную модель Coinbase и посмотрите на то, что делает Binance. Просто, Кстати, просто сопоставьте две модели. К Coinbase мы относимся очень хорошо, правильно? Очень хорошо относимся, потому что для нас это определенного рода взирать, ориентир, лидер отрасли, да, и мы стремимся к конкуренции именно с Coinbase. Вот. Что касается нас, мы не осуществляем никакой противоправной деятельности, мы зарегистрированы, лицензированы, у нас открытые бенефициары. Мы не работаем с регионами, с которыми нельзя работать, да, там, по тем или иным причинам, которые санкционные или спорные. Мы не работаем с США, потому что не имеем лицензии на работу с гражданами США. Если и будет какое-то расследование, то я уверен, что мы предоставим все необходимые пруфы и покажем, что мы не занимаемся отмывом, мы проводим AML, мы проводим QIC. И мы не скам. Да, и мы не скам. Не, можете проверить как угодно. Понятно, что ни один скамер не скажет, что он скам, но все, что можно получить в области криптовалют, какие лицензии, подтверждение, что мы нормальные, насколько мы открыты. Мы летали вот на конференцию в Дубае недавно. Нас летало 20 лидов. Ты сейчас как скамер рассказываешь. Нет, ну подождите, летали все люди открытые. У нас крутая биржа. Вот смотрите, мы летали сейчас в Дубае, например, потом мы были в Турции на яхте, к примеру. Яхты, золото было у нас на корпоративе, было золотой зал был. Согласен, звучит херово, но это правда. Да. Китай запретил финучреждениям вести криптовалютный бизнес. Почему такая резкая позиция? Чего они боятся?
Да они шатают рынок вообще. Они просто шатают рынок. Вышла новость о том, что Китай запрещает майнинг. Это происходило вблизи курса 30 тысяч долларов за биткоин. А вот уже сегодня, 3 июня, вышла новость о том, что на самом деле не все так хреново. И Китай не против того, чтобы люди инвестировали в криптовалюты. Просто правительство переживает, чтобы на высокорисковых активах китайцы не потеряли. Но в целом относится позитивно и все в порядке. Знаешь, как сказал Си Цзиньпинь? Он сказал, я рынок твой шатал вообще. Именно так. Это они с пацанами в Грузии сидели под красное вино, и он говорит... Под красное. На самом деле подобная ситуация была в сентябре 2017 года, когда вышла информация о том, что Китай запрещает криптовалюты. Тогда биткоин упал с 5000 до 3. Что было дальше, вы в курсе. Делайте выводы, господа. Двигаемся дальше. Мы не даем торговые рекомендации. Мы не даем торговых рекомендаций. И в долг. А, кстати, в долг даем на марже. Что такое стейкинг? Смарт-стейкинг. Что такое смарт-стейкинг? Люди, которые хотят халявки, они приходят и дают условно X долларов на свой аккаунт. Но они думают, я знаю, что рынок пойдет вверх, и я хочу набрать условно больше тесера, сейчас я закуплю больше битка и больше заработаю. Мы им даем в долг, естественно, они могут угадать и заработать. Если они не угадали, они тогда потеряли, но это нормально. Так вот, мы не даем свои деньги, мы даем деньги людей, которые вкладывают в смарт-стейкинг. Вот они вкладывают деньги, мы эти деньги даем в долг, эти торгуют, но они не могут получить эти деньги и про вывести. лендинг, который мы называем стейкинг. Но стейкинг — это не лендинг. Стейкинг — это процесс хранения криптовалюты, который обеспечивает жизнедеятельность цепочки блокчейн. Люди, которые осуществляют вот это хранение, получают вознаграждение в виде монет этого блокчейна. Ты можешь проще? Вот проще. То есть, смотрите, вы не размываете оборот монеты на вторичный рынок и становитесь холдером. Проще. Ты можешь проще, просто рассказать? Куда еще проще? Чувак, это тяжело. Куда еще проще? Короче, ты даешь монеты, получаешь бонусы, все. Так непонятно. Это же не так. Понятно. Сейчас попробую объяснить. Представьте себе такую ситуацию. К примеру, мы знаем точно, сколько на планете золота. Хотя мы точно не знаем. И это все абсолютное кидалово, которое нам вдолбили в голову, что типа золото ограниченное количество. То есть вы же понимаете, что это новостной шум. Просто нам сказали, что золото ограниченное количество. А бриллианты, а платина? Давайте предположим, чисто гипотетически, что золото ограниченное количество. Например, его 1 тонна. Допустим, его 1 тонна. И вот, допустим, я добыл полтонны. Если я добыл полтонны и пошел с этими полтонны по рынку продавать ювелирам, еще кому-то, то, соответственно, общая циркуляция всего золота в экосистеме будет тонна. Полтонны, которые я уже добыл и выпустил в рынок, и еще полтонны недобытых, но мы знаем, что они есть, которые, соответственно, тоже выйдут в рынок, и, соответственно, у золотых украшений будет вдвое больше. Половина уже добыта и пошла в оборот, половина еще осталась. И вот чувак какой-то, который заинтересован в том, чтобы цена золота росла, говорит мне, ты вот половину свою добыл, придержи ее у себя, не выпускай в оборот. Тогда чуваки, которые хотят купить сережки, будут переплачивать вдвое за те сережки, которые я произведу из второй половины золота. Потому что из миллиона только 500 000 пойдет на производство сережек и колец. Понимаете, о чем я говорю? И за это, говорит, я тебе буду отстегивать процент. Вот ты у себя придержи половинку, я тебя буду отстегивать, чтобы твои бабки тоже как-то работали, чтобы тебе было не стыдно и не скучно. А я вот эту половину выпущу в оборот, начну ее продавать, из них будем делать сережки, но эти сережки будут стоить в 2 раза дороже. Потому что из тонны золота только половина отправилась на вот эту всю историю. Хороший, кстати, пример. Вот такое дело стейкинг, собственно говоря. Вопрос от голоса свыше. Готовы ли вы приоткрыть занавес, что общего у вашей биржи WhiteBit и Потапа? Да, мы готовы приоткрыть занавес. Мы с Алексеем Андреевичем. Становимся партнерами. Алексей Андреевич уже на протяжении длительного периода времени, помимо всей музыкальной карьеры и своего творчества, также работает над созданием достаточно прогрессивных бизнес-проектов в IT-среде. И вот в рамках одного из этих проектов мы становимся партнерами с целью того, чтобы предоставить огромный спектр услуг для вас, наши криптовалютные любимки.
И скоро, совсем скоро вы об этом узнаете более детально. Сейчас мы в процессе. Наверное, через недели 3 мы сможем уже похвастаться, наверное, первыми плодами MVP. Ну, лет совместной 15, работы. может быть, ну, от 3 недель до 15 лет, не больше. Это тебе дадут за то, что ты делал в Дубае. А я говорю о нашем совместном бизнесе с Алексеем Андреевичем. Вы все увидите. В нашей педераче. Ну что же, наш выпуск подошел к концу, но не наше шоу. Наше шоу продолжает жить, независимо от слабой, абсолютно слабой, значит, поддержки наших подписчиков в виде лайков, колокольчиков и подписочек. Но при этом, при всем, мы все равно остаемся здесь. Бессменные ведущие Владимир Носов, Глеб Ушаков. И, конечно же, скоро вас ожидает невероятный выпуск с нашим новым гостем. Но об этом вы узнаете только если подпишетесь и не пропустите следующего выпуска. Если не сказать по-другому.